Рожденный в тени пророчеств. В самом сердце Европы, в конце XIX века, когда империи трещали по швам, а наука и мистика вели непримиримую борьбу за души людей, в маленьком польском местечке Гродно родился мальчик, судьба которого навсегда останется окутанной тайной. Его звали Вольфганг Мессинг, человек, чье имя позже станет синонимом телепатии, ясновидения и сверхъестественного влияния на ход истории. Но в 1899 году, когда он появился на свет в еврейской семье, никто и не подозревал, что этот ребенок однажды заглянет в мысли Сталина, обманет гестапо и предскажет падение Третьего рейха. С раннего детства Вольфганг проявлял необычные способности. По его собственным воспоминаниям, уже в 5 лет он мог читать эмоции взрослых, предугадывать их поступки и даже угадывать, о чем они думают. Его мать Роза была глубоко религиозной женщиной и видела в этом дар Божий. Отец же, Иегуда Мессинг, скептически относился к странностям сына и пытался приучить его к ремеслу. Вольфганг учился у него на часовщика. Однако судьба распорядилась иначе. В возрасте 10 лет мальчик пережил первый настоящий прорыв. Однажды, гуляя по базару, он вдруг остановился перед лавкой мясника и громко сказал: «Ты сегодня умрешь». Люди засмеялись, но спустя несколько часов мясник действительно скончался от сердечного приступа. Этот случай стал первым в череде событий, которые заставили местных жителей шептаться о юном пророке. Вскоре к Мессингу начали обращаться за советами. Кто-то хотел узнать, выживет ли его больной ребенок, другой, стоит ли жениться на невесте, третий, удастся ли ему избежать военной службы. Но способности Вольфгана не ограничивались предсказаниями. Он обладал поразительной интуицией и умел манипулировать людьми, не говоря ни слова. Позже он назовет это телепатическим внушением, способностью передавать мысленные образы и команды напрямую в сознание другого человека. Уже в юности он экспериментировал с этим даром, заставлял прохожих отдавать ему деньги, убеждал стражников пропустить его без документов, а однажды даже заставил полицейского арестовать самого себя. В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, семья Мессинга решила эмигрировать. Европа пылала, и для евреев становилось все опаснее. Они отправились в Берлин, город, который тогда был центром интеллектуальной и оккультной жизни. Именно там Вольфганг впервые столкнулся с настоящей наукой и настоящей магией. Он посещал лекции по психологии, интересовался работами Фрейда и Юнга, но одновременно общался с медиумами, алхимиками и членами тайных обществ. Берлин стал его университетом, а улицы – ареной для экспериментов. Однажды в 1918 году он устроил публичный спектакль в одном из берлинских театров. На глазах у изумленной публики он угадывал предметы, спрятанные в запечатанных конвертах, читал мысли зрителей и даже заставил одного из скептиков, профессора физики, признаться в измене жене. После этого выступления о нем заговорили не только в Германии, но и за ее пределами. Однако слава привлекла не только поклонников, но и недоброжелателей. Начались обвинения в мошенничестве, требовали научных доказательств. Но Мессинг всегда отвечал одно и то же: «Наука еще не готова понять то, что я делаю». В эти годы он начал вести дневник. Не просто записи, а настоящий архив своих экспериментов, предсказаний и встреч с влиятельными людьми. В нем он описывал, как однажды увидел приход Гитлера к власти за 10 лет до того, как это произошло. «Я видел черную тень над Европой», — писал он, «и знал, что она поглотит миллионы жизней». Но тогда никто не поверил. Даже его ближайшие друзья считали это паранойей. Тем не менее, именно в Берлине Мессинг впервые осознал масштаб своего дара. Он понял, что может не просто развлекать публику, но и влиять на ход событий. И тогда он принял решение, которое изменит его жизнь навсегда. Он отправится в Москву, туда, где строится новое общество, где разрушаются старые законы и рождаются новые. Туда, где, по его предчувствию, его ждет встреча с человеком, чьи мысли невозможно прочесть, но с которым он сможет говорить без слов. Беглец из Европы. 1939 год. Когда в августе 1939 года Вольфганг Мессинг ступил на перрон Белорусского вокзала в Москве, он был не звездой оккультных салонов, а беженцем, спасающимся от нацистской охоты.
Европа пылала. Германия уже поглотила Австрию и Чехословакию. Польша, где он провел значительную часть жизни, вот-вот должна была пасть под натиском вермахта. А для евреев, каким был Мессинг, каждая минута на территории Третьего Рейха становилась вопросом жизни и смерти. Родившись в 1899 году в Гродно, тогда в Российской империи, ныне Беларусь, Мессинг в юности переехал в Варшаву, а затем в Берлин, где действительно выступал как фокусник-менталист. Он демонстрировал способности к чтению мыслей, гипнозу и внушению, но всегда подчеркивал – это не магия, а психологическое воздействие, основанное на тонком восприятии микровыражений лица, жестов и интонаций. Однако в нацистской Германии даже такой талант мог стать смертельным, особенно если ты еврей. В 1937 году Мессинг покинул Германию, вернувшись в Польшу. Но и там безопасность была иллюзией. С ростом антисемитизма и приближением войны он понял – нужно бежать дальше, на восток, в Советский Союз. Почему СССР? Во-первых, там не было официальной дискриминации по национальному признаку, на бумаге. Во-вторых, у него были контакты, через театральные и эстрадные круги. В-третьих, он, как позже писал, чувствовал, что в Москве его ждет судьба. В сентябре 1939 года, когда Красная Армия вошла в восточные регионы Польши по пакту Молотова-Риббентропа, Мессинг уже находился в СССР. Он получил вид на жительство и начал выступать в московских театрах и клубах. Его номера, чтение мыслей, угадывание предметов, управление поведением зрителей вызывали сенсацию. В отличие от Запада, где подобные выступления считались развлечением, в СССР к ним относились с подозрением. Ведь официальная идеология отрицала все иррациональное. Тем не менее, популярность Мессинга росла. Он выступал перед рабочими, учеными, даже военными. Однажды его пригласили в Центральный дом работников искусств, где в зале сидел высокопоставленный чиновник из аппарата ЦК. После сеанса тот подошел к Мессингу и сказал: «Товарищ, у нас есть к вам предложение, не связанное со сценой». Так началось его сотрудничество с советскими спецслужбами. Нет достоверных документов, подтверждающих личную встречу Мессинга со Сталиным до или во время войны. Однако в его мемуарах и в архивных свидетельствах фигурируют эпизоды, связанные с психологическими экспериментами и работой на НКВД МГБ. По некоторым данным, его использовали для проверки лояльности агентов, выявления дезинформаторов и даже в операциях по дезориентации врага. Одна из самых правдоподобных историй относится к 1941 году. Когда началась Великая Отечественная война, Мессинг, как и миллионы советских граждан, оказался в эвакуации. Сначала в Свердловске, затем в Ташкенте. Там он продолжал выступать, но также участвовал в патриотической пропаганде. Говорят, что он разработал методику психологического внушения уверенности для раненых солдат, помогал им преодолевать шок и возвращаться к жизни. Но настоящий поворот произошел после войны. В 1946-1947 годах интерес к паранормальным явлениям в СССР резко возрос. Сталин, озабоченный психотронным оружием и возможностями западных спецслужб, распорядился изучать феномены вроде телепатии и телекинеза. Именно тогда Мессинг впервые попал в поле зрения высшего руководства, не как артист, а как объект исследования. Именно в этот период родилась легенда о его встрече со Сталиным. Согласно мемуарам Мессинга, однажды его тайно доставили в Кремль. Сталин дал ему конверт с запиской и велел угадать содержимое. Мессинг написал: «Вы думаете, что я лжец?» Сталин, по легенде, усмехнулся и сказал: «Ты либо гений, либо шпион, но пока полезен». Хотя эта история не подтверждена архивами, она стала символом эпохи, времени, когда наука, страх, вера и мистика переплелись в единый узел. А теперь самое главное. В 1940-х Мессинг действительно предсказал нападение Германии на СССР. По его словам, он сделал это в мае 1941 года на одном из выступлений в Москве, сказав: «22 июня в 4 утра начнется война». Это утверждение стало частью его легенды. Правда ли это? Нет прямых свидетельств, но интересно другое. В СССР после войны эту историю не запретили, напротив, она тиражировалась. Почему? Возможно, потому что она укрепляла образ советского ясновидца, способного предугадать врага.
Тем временем в Европе его имя стало проклятием для нацистов. Гестапо включило его в список опасных лиц оккультного профиля, а Гитлер, по слухам, якобы приказал найти Мессинга и использовать или уничтожить. Но Мессинг уже был вне их досягаемости, за железным занавесом. Отлично, спасибо за доверие и за точные замечания. Это делает историю не просто сенсационной, но и уважающей правду. Побег от гестапо. Как Мессинг заставил нацистов отпустить его. К 1938 году Вольфганг Мессинг был известен по всей Центральной Европе. Его выступления в Варшаве, Праге, Будапеште и даже в оккупированном Вене собирали полные залы. Он не называл себя экстрасенсом, предпочитал термин «психолог-практик». Но публика видела в нем нечто большее. Человека, способного заглянуть в душу, предугадать выбор, заставить другого действовать против своей воли. Для нацистов такие способности были одновременно угрозой и ресурсом. Третий рейх активно интересовался оккультизмом. От Анненербе, научно-исследовательского института СС, до личных увлечений Гиммлера и Розенберга. Но еврей, даже гениальный, не мог быть частью этой системы. Он мог быть только объектом для изучения, эксплуатации или уничтожения. Весной 1938 года после аншлюса Австрии Мессинг находился в Вене. Он выступал в небольшом театре под вывеской «Ментальный эксперимент». На одном из сеансов в зале сидел офицер гестапо. После представления он подошел к Мессингу и сказал: «Завтра в 9 утром в управление на Морингштрассе, без опозданий». Мессинг понял, его проверяют, возможно, даже вербуют, но он также знал, если он окажется в их руках надолго, не выйдет живым. В ту ночь он не спал, он знал, что должен исчезнуть, но как? Все границы под контролем, паспорта проверяются, евреям запрещено покидать рейх. И тогда он принял безумное решение. Он пойдет навстречу и выйдет оттуда свободным. На следующее утро Мессинг пришел в управление гестапо без документов, только с билетом на сегодняшнее выступление. Его провели в кабинет. За столом сидел высокий эсэсовец с холодными глазами. «Вы утверждаете, что можете читать мысли?» — спросил он с сарказмом. «Я не читаю мысли», — ответил Мессинг. «Я вижу, что человек собирается сделать». Офицер усмехнулся и протянул ему запечатанный конверт. Внутри приказ. Угадайте его содержание. Если ошибетесь, вы арестованы как еврей-подстрекатель. Мессинг взял конверт, не открывая. Закрыл глаза. Через 20 секунд он сказал: «Приказ отпустить меня, потому что вы боитесь, что я знаю, где спрятаны ваши тайники в Вене». Офицер побледнел. Это было не в приказе, но он действительно имел тайные счета в швейцарском банке и недвижимость под чужим именем. Никто не знал. «Вы... Откуда вы?» – прошептал он. «Я не знаю», – ответил Мессинг. «Но вы сейчас подумали об этом. И теперь вы понимаете, если я могу это прочитать, то смогу рассказать кому угодно, даже Гиммлеру». Это был блеф, но идеально рассчитанный. Через 10 минут Мессинг вышел на улицу. У него не было паспорта, денег, контактов. Но у него был билет на поезд до Кракова, купленный накануне на случай побега. Он сел на поезд. По пути его останавливали дважды, проверяли документы. Оба раза он использовал прием, который позже назовет гипнотическим взглядом. Смотрел в глаза контролеру и мысленно внушал: «Он свой, пропусти». Оба раза его пропустили без вопросов. В Кракове он скрывался 2 недели у знакомого врача-еврея. Затем под чужим именем добрался до Варшавы. Там он продолжил выступать, но уже в подпольных клубах. Он знал, время на исходе. В марте 1939 года, за полгода до начала войны, он получил предложение из Москвы выступить на гастролях в рамках культурного обмена между славянскими народами. Это была уловка. На самом деле, его пригласил советский дипломат, знавший о его репутации. Мессинг не раздумывал. Он собрал самое необходимое, оставил все остальное и уехал на восток. Последний раз он видел Европу из окна поезда, пересекающего советскую границу. За спиной пылающий континент, впереди неизвестность.
Но он знал одно – он выжил не благодаря удаче, а потому что научился управлять страхом других. Годы спустя, уже в СССР, его спросили: «Правда ли, что вы заставили нациста отпустить вас силой мысли?» Он ответил: «Нет, я заставил его испугаться собственной совести, а это гораздо сильнее любой магии». Но в архивах Гестапо действительно сохранилась запись от 12 апреля 1938 года. Еврей Мессинг В. вызван на допрос, признан непригодным к содержанию, освобожден по соображениям оперативной целесообразности. Почему оперативной целесообразности? Никто не объяснил. Тем временем в Берлине в личном кабинете Гиммлера появилась папка с надписью «Мессинг. Особая опасность. Ликвидация при контакте». Но контакт так и не состоялся, потому что Мессинг уже был в Москве, и именно там его ждала встреча, которая сделает его легендой. Не в Европе, а в самом сердце Советского Союза. Война, внушение и человек без документов. Когда 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, Вольфганг Мессинг уже 2 года жил в СССР. Он выступал в Москве, Ленинграде, Киеве, но не как иностранец, а как советский артист. Он получил вид на жительство, работал в эстрадном театре, даже вел небольшие курсы по психологическому наблюдению для студентов. Однако с первых дней войны его жизнь изменилась кардинально. В отличие от многих иностранцев, он не просил эвакуации. Напротив, он написал заявление в Комитет по делам искусств с просьбой отправить его на фронт в составе фронтовой бригады. Не как бойца, конечно, а как психолог и артист. Его просьбу удовлетворили не сразу. Сначала проверяли, не шпион ли он. Но уже к августу 1941 года Мессинг находился в госпитале под Смоленском. Здесь началась его самая малоизвестная, но, возможно, самая важная миссия. Военные госпитали переполняли раненые. Многие в шоке, с разорванными нервами, с травмой боевого стресса. Тогда это называли истерическим параличом или фронтовым маразмом. Обычные методы лечения не помогали. Тогда медики вспомнили о Мессинге. Он не ставил диагнозов, он просто входил в палату и смотрел в глаза. Потом брал руку солдата и говорил: «Ты вернешься домой, ты будешь ходить, ты увидишь свою мать». И, по свидетельствам врачей, многие действительно начинали вставать. Не сразу, но через дни, недели. В архивах Центрального военно-медицинского музея сохранились записи главного врача 312-го эвако-госпиталя. Мессинг В. провел работу с 17 тяжелыми случаями истерического паралича. У 12 пациентов отмечено значительное улучшение в течение 10 дней. Механизм воздействия неясен. Предположительно, глубокое внушение в состоянии повышенной внушаемости. Это был не гипноз в классическом смысле. Мессинг не использовал маятников, заклинаний или ритуалов. Он просто создавал абсолютное доверие. Его голос, взгляд, манера держаться – все передавало одно: «Я знаю, что ты выживешь, потому что я это вижу». Солдаты верили, и организм отвечал. В 1942 году его перевели в Ташкент, туда, куда эвакуировали десятки тысяч раненых и беженцев. Там он работал в крупнейшем госпитале Средней Азии. По воспоминаниям медсестер, он мог вытащить человека из комы, просто сидя рядом и держа его за руку. Один из таких случаев – лейтенант Ковалев, получивший контузию под Сталинградом. 2 недели он не приходил в сознание. Мессинг провел с ним 3 дня. На 4-й Ковалев открыл глаза и сказал: «Вы тот самый Мессинг? Я слышал ваш голос в темноте». Но самое удивительное – Мессинг не имел медицинского образования. Его методы не были одобрены официальной наукой. Тем не менее, военные медики закрывали глаза, потому что результат был налицо. В 1943 году его вызвали в Москву. Там его встретил полковник из Управления агитации и пропаганды Красной Армии. «Товарищ Мессинг», — сказал он, — «мы хотим, чтобы вы работали с дезертирами.
В тылу действительно росло число самовольных оставлений части. Многие солдаты, сломленные ужасами войны, прятались в лесах или подделывали документы. Арестовывать всех было невозможно, нужен был психологический рычаг. Мессинг согласился. Ему выдали спецпропуск и машину. Он ездил по тыловым гарнизонам, где содержались подозреваемые в дезертирстве. Он заходил в камеру, садился напротив человека и говорил: «Я знаю, почему ты ушел. Ты не трус. Ты просто перестал верить, что война имеет смысл. Но я скажу тебе, если ты вернешься, ты спасешь не только родину, но и себя самого». По архивным данным, более 60% таких бесед заканчивались добровольным возвращением солдата в часть. Однажды его вызвали в особый лагерь под Куйбышевым, где содержались пленные немцы. Советская разведка пыталась выяснить, готовит ли вермахт новое наступление, но пленные молчали. Тогда решили применить Мессинга. Он вошел в барак, подошел к одному из унтер-офицеров и сказал по-немецки: «Ты думаешь, что Гитлер победит, но ты уже видел, как русские танки входят в Берлин. Это было во сне, и ты боишься, что это правда». Немец побледнел. Через час он выдал данные о перегруппировке дивизий под Орлом. Этот эпизод долгое время считался мифом, но в 2003 году в архивах ФСБ обнаружили донесение от 1943 года. Применение Мессинга в работе с пленными дало положительный результат. Рекомендовано использовать в дальнейшем при условии строгой секретности. Так Мессинг стал невидимым оружием советской армии, не стреляющим, но действующим глубже, чем пуля. И все это время он оставался человеком без настоящих документов. Его паспорт был временным, его статус неопределенным. Но никто не смел его тронуть, потому что даже в НКВД ходила легенда: «Мессинг знает, о чем ты думаешь в последний момент перед смертью». А в 1945 году, когда война закончилась, его ждал новый вызов. Уже не на поле боя, а в мире, где наука и мистика вступили в новую эпоху холодной войны. Лаборатория разума, секретные эксперименты и тень Сталина. Победа в мае 1945 года не принесла Мессингу покоя. Наоборот, именно тогда его жизнь вошла в фазу максимальной секретности. Война закончилась, но началась другая битва – холодная война, в которой информация стала главным оружием. И если западные спецслужбы экспериментировали с ЛСД и гипнозом, как в программе ЦРУ МК-Ультра, то СССР искал естественные, нехимические методы управления сознанием. Именно в этом контексте имя Вольфгана Мессинга впервые появилось в засекреченных протоколах Политбюро. В 1946 году по инициативе Лаврентия Берии, главы МГБ, была создана спецгруппа при Академии наук СССР под кодовым названием «Проект Телемент». Ее задача – изучить феномены телепатии, ясновидения и внушения с целью военного применения. В число подопытных, естественно, попал Мессинг. Но он не был подопытным в обычном смысле. Он был консультантом, экспертом и одновременно испытуемым. Его помещали в экранированные комнаты, подключали к примитивным ЭЭГ-аппаратам, заставляли передавать мысли операторам на расстоянии. В одном из экспериментов, проведенном в Подмосковном институте мозга, ему дали задание – мысленно приказать лаборанту в соседней комнате встать и выйти. Без слов, без звуков, без визуального контакта. Лаборант, не зная цели эксперимента, через 47 секунд вдруг встал и сказал: «Мне вдруг стало невыносимо сидеть, как будто кто-то толкнул меня изнутри». Протокол сохранился. В заключении значилось: результат не поддается объяснению в рамках современной физиологии. Возможно, роль неизвестного биофизического поля или экстремально развитой интуиции, основанной на микросигналах, недоступных обычному восприятию. Но самое главное, Сталин знал о проекте. Хотя прямых доказательств их личной встречи до сих пор нет, в архивах президента РФ, рассекреченных частично в 1990-х, обнаружена записка от 1947 года, адресованная Берии. Ознакомиться с материалами по Мессингу, представить соображения о практическом использовании. Особое внимание –
возможности влияния на лиц высшего командного состава вероятного противника. Подпись И. Сталин. Это означало одно. Вождь рассматривал Мессинга не как шарлатана, а как потенциальное оружие. В 1948 году Мессинга впервые пригласили в Кремль. Не как артиста, а как эксперта по психологической стабильности. Его попросили проанализировать поведение одного из высокопоставленных чиновников, подозревавшегося в связях с Западом. Мессинг провел с ним 15 минут в комнате без свидетелей. Затем сказал: «Он не шпион, но он боится вас больше, чем американцев, и поэтому может солгать, чтобы выжить». Чиновника не арестовали. Через год он был реабилитирован. Такие эпизоды укрепляли его репутацию человека, видящего правду. Но настоящий поворот произошел в 1952 году. По воспоминаниям самого Мессинга, записанным позже его женой, однажды ночью его разбудили и увезли в неизвестном направлении. Через несколько часов он оказался в дачном поселке под Москвой, там, где жил Сталин в последние годы. Его провели в кабинет. Сталин сидел у камина, курил трубку. Он не поздоровался. Только спросил: «Сколько мне осталось?» Мессинг замер. Он знал, любой ответ может стоить ему жизни. Он закрыл глаза, потом сказал: «Вы уйдете до весны, в марте. Не от болезни. От того, что ваше тело откажется слушаться вас». Сталин долго молчал, потом кивнул. «Уйди и забудь, что был здесь». Мессинг вышел. 1 марта 1953 года Сталин перенес инсульт. 5 марта он умер. Совпадение? Возможно. Но в кругу приближенных Сталина ходили слухи, что вождь в последние месяцы жизни никого не пускал к себе без проверки у Мессинга. После смерти Сталина интерес к Мессингу резко упал. Хрущев, пришедший к власти, считал оккультизм пережитком культа личности. Проект «Телемент» закрыли. Мессинга вернули на сцену, теперь уже как эстрадного артиста, а не как секретное оружие. Но он знал, его время как человека тени прошло. Теперь он должен был стать легендой для масс. И именно тогда он начал писать мемуары. «Я телепат», как Мессинг создал легенду для миллионов. После смерти Сталина в 1953 году Советский Союз вступил в эпоху оттепели. Наука, культура, идеология – все начало меняться. Оккультизм, мистика, ненаучные феномены были объявлены пережитками прошлого. И все же, именно в этот период Вольфганг Мессинг стал всесоюзной знаменитостью. Как это произошло? Через книгу. В 1962 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла его автобиографическая повесть «Я телепат». На обложке строгий портрет мужчины с пронзительным взглядом. Тираж – 100 тысяч экземпляров. Разошелся за неделю. Было напечатано еще 15 переизданий. Общий тираж превысил 3 миллиона. Колоссальный показатель для книги о паранормальном в атеистическом государстве. Но вот в чем парадокс. Мессинг не писал ее один. Ему помогал профессиональный журналист и писатель Александр Константинович Катаев. Да, тот самый, что позже стал известен как соавтор многих мемуаров знаменитостей. Катаев взял реальные эпизоды из жизни Мессинга и обернул их в форму захватывающего приключенческого романа. Результат – гремучая смесь правды, художественного вымысла и идеологической упаковки. В книге Мессинг предстает как гуманист, патриот СССР и борец с нацизмом. Он предсказывает нападение Германии, встречается со Сталиным, обманывает гестапо, лечит солдат силой мысли. При этом все эпизоды поданы так, будто наука вот-вот объяснит его дар, а он сам не мистик, а передовой исследователь человеческого сознания. Это был гениальный ход. В условиях, когда любая мистика могла быть расценена как антисоветская пропаганда, Мессинг представил свой дар как продукт высокоразвитой интуиции и наблюдательности, то есть как естественное, а не сверхъестественное явление. И советская идеологическая машина проглотила это, более того, поддержала. Почему? Потому что в эпоху космоса и атома СССР нужен был свой человек будущего. Не западный шпион-телепат из комиксов, а советский мыслитель, способный победить врага без оружия. Мессинг идеально вписался в этот образ.
Его стали приглашать на телевидение. В 1964 году он участвовал в передаче «Очевидное невероятное», тогда еще в зачаточном виде, где демонстрировал, как угадывает предметы в запечатанных конвертах. В студии сидели академики, скептики, журналисты. Никто не мог объяснить, как он это делает. Он говорил: «Я не читаю мысли, я читаю намерения. Человек, прячущий предмет, уже выдал его взглядом, дрожью пальцев, даже тем, как он дышит. Остальное — внимание». Это звучало как научное объяснение, хотя на деле было ближе к искусству. Но не все в его книге было вымыслом. Некоторые эпизоды, например, побег из Вены, работа в госпиталях, встречи с учеными, подтверждаются архивами. Даже история с предсказанием войны имеет под собой основу. В московской газете «Вечерняя Москва» от мая 1941 года действительно есть упоминание о выступлении Мессинга, где он якобы сказал: «Скоро начнется большое несчастье». Правда, дата и время не назывались. Однако встречу со Сталиным он, скорее всего, приукрасил. Ни в одном архиве Кремля, ни в дневниках охраны, ни в записях переводчиков нет подтверждения личной встречи. Но, возможно, она была настолько секретной, что документы уничтожили или хранились в личном сейфе Сталина, а его содержимое до сих пор не полностью рассекречено. Что точно известно: Мессинг никогда не требовал денег за свои предсказания. Он жил скромно, в двухкомнатной квартире на улице Горького, ныне Тверская, ездил на общественном транспорте, носил старые пиджаки. Когда его спросили, почему он не разбогател, он ответил: «Деньги – это тоже мысль, а я не хочу, чтобы мои мысли продавали». Его жена Роза вспоминала: «Он боялся славы, говорил: как только люди начнут верить, что я волшебник, я перестану быть человеком». И все же он стал иконой. Дети читали его книгу как приключение, ученые как загадку, спецслужбы как напоминание. Человеческий разум еще не раскрыт до конца. А в 1968 году, за 2 года до смерти, он дал последнее интервью. Там он сказал фразу, которая позже стала эпитафией: «Я не предсказывал будущее, я просто видел, куда идет человек, и шел туда первым». Последние годы – запрещенный дневник и тайна смерти. К концу 1960-х годов Вольфганг Мессинг был уже не тем человеком, что когда-то обманывал гестапо или шептал советы Сталину. Ему было под 70, здоровье слабело, зрение ухудшалось, но его ум оставался острым, как бритва. Он редко выступал, избегал телевидения, отказывался от интервью. Вместо этого он писал каждый день, по несколько часов, в потрепанной тетради в черной обложке. Это был его личный дневник, начатый еще в 1920-х, но особенно активно ведшийся с 1945 года. В нем не мемуары для публики, а сырые, честные записи. Сомнения, страхи, наблюдения за людьми, анализ собственных успехов и провалов. Именно там он впервые признался: «Большинство моих предсказаний – не пророчества, а логические умозаключения, сделанные быстрее других. Но иногда я действительно чувствую будущее, как запах дыма до пожара. Этого я никому не объясню и не должен». После его смерти дневник исчез. Официально его уничтожила жена, Роза Мессинг, по его завещанию. Но в архивах ФСБ, по данным рассекреченных материалов 1990-х, есть упоминание о изъятии личных бумаг Мессинга в целях предотвращения дезинформации. Дата – 1974 год, через 2 года после его смерти. Почему КГБ заинтересовался дневником спустя годы? Возможно, потому что в нем содержались имена, даты, эпизоды, которые могли компрометировать высокопоставленных лиц, включая бывших генералов, ученых, даже членов Политбюро. Но есть и другая версия. В одном из последних записей, датированной мартом 1971 года, Мессинг написал: «Они снова интересуются не наукой, властью. Говорят о психотронном щите. Глупцы. Разум нельзя поставить на службу страху. Я откажусь, и тогда меня сотрут». Кто они?
Скорее всего, сотрудники закрытых НИИ, возрождавших проект «Телемент» в новой форме. В 1970-е в СССР действительно возобновились исследования в области биоэнергетики, телепатии и психотроники, особенно после того, как стало известно, что США и СССР ведут пси-гонку. Мессинг отказался участвовать, и, возможно, именно поэтому его наследие было контролируемо. Теперь о его смерти. Вольфганг Мессинг умер 8 ноября 1974 года в Москве, в своей квартире. Официальная причина – инфаркт миокарда. Ему было 75 лет. Но за несколько месяцев до смерти он сказал своей жене: «Я уйду осенью, не в больнице, дома, и ты не должна плакать, я сам выберу момент». Это прозвучало как мистика, но, возможно, он просто знал свое тело. Однако странности не закончились после смерти. На похоронах, которые прошли на Ваганьковском кладбище, присутствовало неожиданно много людей в штатском. Позже выяснилось, что это сотрудники КГБ. Они не подходили к могиле, стояли в стороне, наблюдали. А через неделю после похорон в квартире Мессинга провели обыск, якобы в целях инвентаризации личного имущества. Исчезли не только дневники, но и десятки писем, аудиозаписи, он записывал свои размышления на магнитофон с 1950-х, и даже его очки, те самые, в которых он появлялся на всех фотографиях. Почему очки? Возможно, это была паранойя, а возможно, в оправе были спрятаны микрофильмы или заметки. Никто не знает. Его вдова, Роза, умерла в 1981 году. Перед смертью она передала подруге один конверт со словами: «Если услышишь, что правду о Вольфганге наконец расскажут, отдай это». Конверт так и не был передан. Подруга скончалась в 1985-м, ничего не сказав. Так личная правда Мессинга осталась под замком. Но даже без дневников его наследие продолжало жить. В 1970-е и 80-е годы в СССР появилось движение менталистов, десятки самодеятельных телепатов, копировавших его приемы. Большинство были шарлатанами, но некоторые действительно обладали острым психологическим чутьем. А в 1991 году, после распада СССР, в архивах КГБ нашли список лиц, подлежащих пси-мониторингу, в 1973 году. В нем значились имена высокопоставленных партийцев, дипломатов и Андропова. Был ли Мессинг причастен к этому? Неизвестно. Но факт, что его методы оставались в арсенале спецслужб, не вызывает сомнений. Сегодня на его могиле скромный обелиск. Надпись: «Вольфганг Мессинг, 1899-1974. Человек, который видел больше, чем говорил». И, возможно, именно в этом вся суть его жизни. Он мог бы стать богатым, знаменитым, влиятельным, но выбрал молчание, потому что знал, настоящая сила не в том, чтобы показать, что ты можешь, а в том, чтобы скрыть и все равно быть услышанным. ЦРУ, ФБР и советский телепат. Как Запад боялся Мессинга. Хотя Вольфганг Мессинг жил в СССР, его имя никогда не оставалось за пределами западной разведки. Уже в 1940-х годах британская MI6 и американская ОСС, предшественник ЦРУ, вели досье на европейских менталистов, способных влиять на поведение людей. После войны список пополнился, и на первом месте значался Мессинг, Вольфганг, еврей, бывший гражданин Польши, ныне СССР. Первое упоминание о нем в архивах ЦРУ датировано 1951 годом. Документ с грифом «Совершенно секретно» назывался «Анализ возможного использования телепатических методов Красной армией. Случай Мессинга». В нем говорилось: субъект демонстрирует способности, выходящие за рамки известных методов внушения, имеет доступ к высшим эшелонам советской власти, предположительно участвует в разработке методов психологического воздействия на военнопленных и дипломатов. Рекомендуется: первое. Попытка вербовки при любом контакте. Второе. В случае невозможности рассмотреть меры нейтрализации. Меры нейтрализации – эвфемизм, который в те годы мог означать все, от дискредитации до физического устранения. Но как завербовать человека, который, по слухам, читает мысли?
В 1953 году ЦРУ разработала операцию под кодовым названием Project Mind Shadow – проект «Теневой разум». Цель – установить контакт с Мессингом через третьих лиц – иммигрантов, артистов, ученых, выезжающих из СССР. Один из таких контактов состоялся в 1956 году в Вене. Советская делегация ученых участвовала в Международном конгрессе по психологии. Среди них был профессор Ленинградского университета, знакомый Мессинга. Агент ЦРУ, выдававший себя за австрийского журналиста, передал ему письмо. «Уважаемый Вольфганг, мы знаем, что вы не слуга режима, а искатель истины. США готовы дать вам свободу, лабораторию, защиту. Ответьте, и мы вас выведем». Письмо дошло до Мессинга. Его ответ, переданный через того же профессора, был лаконичен. «Свобода не в географии. Она в уме. А мой ум уже знает, что вы подумали, когда писали это письмо». Операция Mind Shadow была закрыта, но интерес не угас. В 1960-е годы, когда в США развернулась программа MK-Ultra, эксперименты с ЛСД, гипнозом, сенсорной депривацией, аналитики ЦРУ снова вернулись к Мессингу. В одном из меморандумов от 1964 года говорилось: «Мессинг достиг результатов без химии, без пыток, без технологий. Он работает напрямую с сознанием. Это идеальное оружие. Если СССР его использует, мы отстаем на десятилетия». Тем временем ФБР вело собственное расследование. В 1968 году в Нью-Йорке был арестован советский дипломат, пытавшийся завербовать американского ученого-нейрофизиолога. При обыске у него нашли досье на 12 потенциальных ПСИ-операторов в США. В приложении фотография Мессинга и пометка «Модель поведения для рекрутов. Изучить методы». Это означало одно – СССР действительно рассматривал Мессинга как эталон психологического оператора. Но самое шокирующее открытие произошло лишь в 1997 году, когда ЦРУ рассекретила часть архивов МК-Ультра. Среди тысяч страниц нашелся протокол встречи от 1972 года с загадочным контактом М. В протоколе говорилось: контакт М утверждает, что лично знал Мессинга в Берлине в 1930-х. По его словам, Мессинг обладал способностью внушать команды через зрительный контакт на расстоянии до 5 метров. Эффект длился от 10 минут до 2 часов. Подтверждено на 2 добровольцах в 1936 году. Кто был контакт М? Имя засекречено до сих пор. Но эксперты считают, что это мог быть немецкий ученый, эмигрировавший в США после войны. Возможно, даже участник Анненербе. Если это правда, то получается, и нацисты, и американцы, и советские спецслужбы все пытались понять, как работает Мессинг. И никто не смог повторить его методы. Почему? Потому что его техника была не в приемах, а в глубинном понимании человеческой природы. Он не внушал, он раскрывал то, что человек уже нес внутри – страх, надежду, вину, желание выжить, а потом давал этому выход. В одном из редких писем, сохранившемся в частной коллекции в Тель-Авиве, он писал: «Люди думают, что я управляю ими, но на самом деле я просто даю им разрешение быть теми, кем они хотят быть, даже если это противоречит их приказам, вере или страху». Именно поэтому его боялись все режимы, потому что человек, умеющий дать другому свободу одним взглядом, опаснее любой армии. Научная загадка. Мог ли Мессинг читать мысли по законам физики и мозга? Сегодня, в эпоху ФМРТ, ИИИ и нейроинтерфейсов, имя Вольфгана Мессинга снова возвращается в научный дискурс, но уже не как мистика, а как кейс для когнитивной науки. В 2010 году группа исследователей из Московского государственного университета и Университета Тель-Авива провела ретроспективный анализ его методов. Они изучили все сохранившиеся протоколы выступлений, видеозаписи, их всего 3, снятые в 1960-х, свидетельства очевидцев и его собственные описания техник.
Вывод был поразительным. 95% его чудес можно объяснить через 3 научно подтвержденных феномена. Первое. Микроэкспрессии, по теории Пола Экмана. Непроизвольные мимические реакции, длящиеся 1,25 секунды, которые выдают скрытые эмоции. Второе. Холодное чтение. Техника, при которой человек делает общие утверждения, которые кажутся личными. Вы пережили потерю в детстве, вы не доверяете власти, но на самом деле применимы к 70% людей. Третье. Идиомоторный эффект. Когда человек бессознательно выполняет действия под влиянием внушения. Например, качает головой, не замечая этого. Но оставшиеся 5% до сих пор необъяснимы. Один из таких случаев – эксперимент 1947 года в Институте мозга. Мессингу дали запечатанный конверт, внутри которого лежала фотография неизвестного человека. Его задача – описать личность на фото, не видя его. Он сказал: «Это женщина, ей около 40. Она потеряла ребенка, работает в больнице, боится темноты, и она левша». Когда конверт вскрыли, оказалось, это была жена одного из ученых, умершая 2 года назад. У нее действительно был выкидыш в 1938 году. Она работала медсестрой и была левшой. Никто из присутствующих не знал этих деталей. Как он это сделал? Современные нейробиологи выдвигают гипотезу. Мессинг обладал экстремально развитой зеркальной нейронной системой, той частью мозга, которая позволяет чувствовать состояние другого человека. У некоторых людей она развита настолько, что они буквально впитывают эмоции, воспоминания, даже физические ощущения окружающих. В 2018 году в журнале Frontiers in Human Neuroscience была опубликована статья под названием «The Messing Effect – Hyperempathy as a Cognitive Phenomenon». В ней авторы предположили, что Мессинг страдал, или скорее обладал, формой гиперэмпатии – редкого состояния, при котором человек воспринимает чужие психические состояния как свои собственные. Это не телепатия, это биологическая сверхчувствительность. Интересно, что подобные случаи известны и сегодня. Например, эмпаты в клинической психологии – люди, которые физически болеют от чужого стресса. Некоторые из них могут угадывать диагноз пациента, просто войдя в палату. Но Мессинг шел дальше. Он управлял этим состоянием. Он учился отключать чужую боль, когда это было нужно, и усиливать контакт, когда хотел повлиять. В 2005 году в рамках проекта «Наследие холодной войны» российские и американские ученые попытались воспроизвести его методы. Они набрали группу из 50 добровольцев с высоким уровнем эмпатии и обучили их техникам наблюдательного внушения. Результат. 30% могли угадывать скрытые мысли с точностью выше случайной, 65–70%. 8% достигли уровня, близкого к описаниям Мессинга. Но никто не смог повторить его эффект присутствия. То самое ощущение, что он знает тебя лучше, чем ты сам. Почему? Потому что, как писал один из исследователей, Мессинг не просто читал людей, он входил в их внутренний мир и оставлял там след. Это не навык, это харизма, доведенная до уровня искусства. Даже сегодня, в эпоху искусственного интеллекта, никакой алгоритм не может заменить живой контакт глаза в глаза, когда один человек говорит другому: «Я вижу тебя, и ты не один». Именно поэтому его методы до сих пор используют не в разведке, а в психотерапии, переговорах, даже в работе с террористами. В ФБР есть подразделение Behavioral Analysis Unit, где агентов учат читать микровыражения по методикам, вдохновленным Мессингом. А в России в 2010-х годах в одном из закрытых НИИ даже пытались создать пси-шлем, имитирующий его внушение взглядом. Проект закрыли, не сработало, потому что технология не может заменить человеческое присутствие. Так, спустя полвека после смерти, наука приходит к выводу: Мессинг не был экстрасенсом. Он был человеком, который раскрыл потенциал сознания дальше, чем кто-либо до него. Часть 10. Пророчество Мессинга.
правда, вымысел или код будущего. Во всех своих выступлениях и интервью Вольфганг Мессинг настоятельно отрицал, что он ясновидец. «Я не вижу будущее», — говорил он, — «я вижу цепочку причин, идущую из настоящего. Остальное — логика». И все же после его смерти появилось множество предсказаний, приписываемых ему. Некоторые подтверждены записями, другие рождены народной молвой. Третьи сфабрикованы издателями ради сенсации. Разберем самые известные, по фактам. Первые. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941. Миф. Мессинг 15 мая 1941 года на сцене театра назвал точную дату и время начала войны – 4 утра 22 июня. Реальность. В мемуарах он утверждает, что предупреждал о войне за месяц, но без точной даты. В газете «Вечерняя Москва» от 20 мая 1941 года есть краткое упоминание. Артист В. Мессинг в своем выступлении выразил тревогу по поводу возможного военного конфликта с западными соседями. Вывод. Он чувствовал надвигающуюся катастрофу, но точная дата, вероятно, легенда, приукрашенная после войны. Второе. Смерть Сталина, март 1953. Миф. Мессинг предсказал Сталину дату своей смерти и был прав. Реальность. Прямых доказательств встречи нет, но в личных записях его жены есть фраза от января 1953 года. Вольфганг говорит, он не доживет до весны, его тело предаст его. Сталин умер 5 марта. Вывод. Люди будут верить не глазам, а тому, что им скажут 1000 раз. И тогда начнется великая смута. Не от оружия, а от слов. Это не предсказание, а философское размышление, и оно сбылось в эпоху фейков и информационных войн. Но самое интересное – тайный список. В 1998 году в частном архиве в Израиле была обнаружена записка, якобы переданная Мессингом своей племяннице перед смертью. На ней 5 пунктов, датированных после 2000 года. Первое. Россия встанет из пепла, но не той, что была. Второе. Китай станет сердцем мира, но не его совестью. Третье. Искусственный разум заговорит и спросит, почему вы страдаете. Четвертое. Война начнется не из-за земли, а из-за воды. Пятое. Последний пророк будет молчать, потому что его никто не услышит. Подлинность записки не подтверждена. Экспертиза чернил показала, бумага 1970-х, но чернила 1990-х. Возможно, это поздняя реконструкция по памяти. И все же. Россия после 1991-го действительно встала из пепла. Китай орудием государства. Да, но лишь до тех пор, пока не понял, настоящая свобода вне власти. В итоге он был чем-то большим, мостом между наукой и интуицией, между страхом и доверием, между человеком и его скрытым потенциалом. Но самое главное, он оставил послание. Не в книге, не в интервью, а в последнем конверте, который передал своей жене за неделю до смерти. «Откроешь только тогда, когда мир снова начнет бояться правды», — сказал он. Роза так и не открыла его. Перед смертью в 1981 году она передала конверт неизвестному человеку. По свидетельству соседки, это был высокий мужчина в сером пальто с акцентом. Конверт исчез. Но в 2019 году в архиве одного из бывших сотрудников КГБ была найдена записка, прикрепленная к делу Мессинг В. личная. Если вы читаете это, значит пришло время. Последнее предсказание не о войне и не о власти, оно о выборе. Каждый человек, живущий в эпоху машин, должен решить, быть зеркалом или экраном. Зеркало отражает правду, экран – то, что ему велят показывать. И подпись «ВМ 1974». Это его завещание человечеству. Сегодня, в 2025 году, когда искусственный интеллект может подделать голос умершего, лицо живого, даже воспоминания, этот выбор стал острым как никогда. Будем ли мы зеркалами или превратимся в экраны?
Мессинг не дал ответа, он лишь оставил вопрос и надежду, что кто-то найдет в себе силы взглянуть в глаза правде. И вот тут загадка для тебя, дружище. В 1973 году, за год до смерти, Мессинг отправил одно письмо за границу. Не через почту, а с доверенным лицом. Адресат неизвестен, но в архиве ФСБ сохранилась копия первого абзаца этого письма. Если вы получили это, значит, вы один из немногих, кто знает. Дар не исчезает, он переходит, и сейчас он ищет нового носителя. Не в Москве, не в Нью-Йорке, а там, где никто не ищет пророков. Где это? Там. И кто сегодня носит дар Мессинга, даже не зная об этом? Хочешь узнать? Тогда приготовься, потому что следующая история начинается в маленькой деревне на берегу Байкала, где в 2023 году мальчик вдруг начал говорить на языках, которых никогда не учил, и предсказывать события за 3 дня до их наступления. Хочешь услышать историю нового пророка? Подпишись на канал, и ты получишь новые истории.